Многочисленные статьи, рецензии, фотографии. На всех Алексей то загадочно улыбается, то заразительно смеется, то пребывает либо в состоянии задумчивости, либо в артистическом экстазе. Фотографий за роялем целая серия, ведь сцена, на которой он каждый раз сжигал себя, была его кислородом. Он играл на рояле так, что рвались струны, удивительным образом воздействуя на публику своей дьявольской игрой, покорив города Америки и Европы. Музыковеды писали, что у него напор, как у Бетховена, что он раним, как Шопен, гениален, как Моцарт. Его называли вундеркиндом из Ташкента, гением и виртуозом, демоном с ангельским лицом, бунтарем из династии демонических пианистов, львом фортепиано, игравшим дерзко, спорно, но ярко и интересно. И при этом его мольбы: «Зачем вы так поступили со мной? Я ведь могу умереть». Про Алексея Султанова уже несколько лет меня просили снять видео, хотя письменного и видеоматериала о нем очень много. Пока я работала над этим видео, меня не покидала цитата бразильского автогонщика Айртона Сенны про второе место, о том, что второе место – это на самом деле первое место среди лузеров. А если ты лузер, получается, что и жить незачем. Далее обо всем по порядку, о том, как создаются успешные пианисты. Путь Алексея Султанова закончился в 35 лет, как он и предполагал. Он работал в те годы, когда голос Виктора Цоя говорил за целое поколение. Российский рок тогда в целом обрел своих вожаков и повел молодое поколение в, как оказалось, безрадостное будущее, но оставшись при этом в памяти как золотое время российской рок-музыки. Такой же гений-бунтарь работал в те годы и в мире классики. На Западе он был признанным гением, рок-звездой, исполняющей Чайковского и Рахманинова. В 1989 году Султанов стал победителем международного конкурса пианистов имени Вана Клиберна, исполнив в финале второй концерт Рахманинова. Публика аплодировала пианисту стоя, вызывая на поклоны более 5 раз. Гран-при конкурса ему вручил сам Ван Клибер, председательствовавший тогда в жюри. В России же тогда Султанов был изгоем. С 1988 по 1996 годы музыкант находился в постоянном страхе призыва на срочную службу. Поступив в Московскую государственную консерваторию, он все равно мог быть рекрутирован, потому что студенты с середины 80-х не имели отсрочки. Чуть позже, ввиду турне после конкурса Клиберна, он прервал учебу в Московской консерватории, но тогда стал попадать под призыв на общих основаниях. То, что речь тогда шла об артисте суперуровня, военкомат не интересовало. Это все вынудило его избегать появления в стране до истечения призывного возраста, особенно после эпизода, когда он едва ли не был направлен в армию прямо из аэропорта. В итоге Султанов не возобновил обучение, а с 1991 года обосновался в США. Об угрозе армии пианист много раз говорил в интервью «Коммерсанту», «Литературной газете» и другим изданиям. Мой коллега, ныне покойный, к сожалению, безвременно скончавшийся Алексей Султанов, как раз в те годы мы оба тогда жили в Америке, и он во время одной нашей встречи мне рассказал, как однажды он въезжал в Россию, и его прямо на границе пытались забрать в армию. Увидев, что он человек призывного возраста, и спасло его то, что у него была с собой упаковка сигарет Марлборо. Он предложил ее пограничникам, и те сказали: ладно, идем, мы тебя не видим. Алексей Султанов родился в Ташкенте, в семье профессиональных музыкантов, которые сразу же разглядели талант старшего сына.
Его мать, скрипачка Наталья Михайловна Погорелова, и отец, виолончелист Файзулхак Абдулхакович Султанов, жили скромно, не имея возможности соорудить мальчику отдельную детскую комнату. Кровать Алексея стояла рядом с фортепиано, к которому маленький мальчик потянул ручки, как только научился стоять. В 9 лет мать также начала замечать первые проблемы. После обеда ребенок стал уходить в ванную. Родители знали об этом, но полагали, что он просто переедает, и не искали глубинных причин. Однако эта привычка со временем укоренилась. У Султанова была булимия. В детские годы мальчик буквально ночевал у своего педагога по фортепиано Тамары Попович. Сам Алексей рассказывал о ней как о строгом наставнике, сильно влиявшем на его родителей. Далее цитата. «В 5,5 меня повели к Тамаре Афанасьевне Попович, моей первой учительнице. Она и меня, и моих схватила, что называется, железной рукой за горло. Не хотите требовать от ребенка? Забирайте. К концу каждой недели был обязан сдавать ей по 6 этюдов наизусть». Тамаре Афанасьевне Попович удалось убедить родителей Алеши в том, что только изнурительный труд приведет к успеху их гениального сына. Поэтому, сообща, они создали атмосферу строжайшей рабочей дисциплины в семье. Так описывал их быт американский журналист Ховард Райк, который был лично знаком с семьей Султановых. Райк также писал, цитирую, «Чтобы не терять драгоценного времени на обеденный перерыв, Наталья Михайловна обычно приносила еду к инструменту, чтобы Алеша не отвлекался». Отец Файзулхак Абдулхакович в беседе с журналистом вспоминал, что Алеша нередко попадала домашним тапком. Позже Алеша сам шутил, что хочет тапка, когда пора заниматься. Его мать позже рассказывала: «Мне было очень жаль его. Я 100 раз была готова сказать всем: оставьте моего мальчика в покое и не лишайте его детства». Но на следующий день был новый урок. К 15 годам Алеша объявил им о том, что Султановы предполагали уже давно. Ему пора в Москву. Вскоре мальчик стал чаще ездить с концертами в Москву, а Тамара Афанасьевна показала своего ученика профессору и легендарному педагогу Льву Наумову. Тот остался в полном восторге. Алексей поступил тогда в Центральную музыкальную школу, не сводя глаз с консерватории. Попович преподнесла своему выдающемуся ученику тогда несколько последних фундаментальных уроков, один из которых заключался в непрекращающейся работе. Ни на день, ни на час он всегда должен был быть занят. И Султанов действительно никогда не позволял себе отлынивать, уставать, болеть. При этом в семье Султановых обстановка накалялась. Родители буквально всем жертвовали ради музыкальной карьеры сына. Денег не было, они снимали дешевые комнаты в Москве, чтобы как-то обустроить быт. Отец продал бесценную тогда старинную виолончель работы французского мастера. Последние накопления родители отдавали на инструменты, на педагогов, на проезд и другие нужды во благо сына. Как рассказывала ранее, под свое крыло его взял тот самый профессор Лев Наумов. Позже он вспоминал, цитирую, «Было очень трудно приучить его к дисциплине. Однажды получилось так, что Алеша сломал очень дорогой барабан, который являлся собственностью учреждения. Он также играл музыкальные произведения, которые не входили в список произведений, рекомендованных для изучения в консерватории, поскольку считались неприемлемыми с точки зрения великой российской фортепианной школы. В целом давление, оказываемое на Султанова, возрастало по мере его погружения в советскую музыкальную жизнь, изгонявшую из страны подающих надежды пианистов. Также Султанов и его сверстники были вынуждены постоянно состязаться друг с другом, участвуя в многочисленных конкурсах местного, регионального и государственного значения. Султанов был обречен на эти бесконечные состязания. В 1986 году 16-летний Султанов участвовал в конкурсе имени Чайковского. Но незадолго до начала выступления, по версии журналиста Ховарда Райка, юноша не выдержал нагрузки, вспылил
и решил выплеснуть эмоции, ударив кулаком о стену. Так он сломал палец. Позже его мать вспоминала, цитирую: «Я оставила Алешу буквально на полчаса, но когда вернулась, он показал мне свою руку. Пальцы распухли, вся рука превратилась в сплошной синяк». Но, видимо, чтобы не портить репутацию, юноша по своей или не по своей воле позже рассказал всем, что во время репетиции крышка от фортепиано просто упала ему на руку. Брат Алексея Султанова, Сергей, в недавнем интервью также вспоминал, что и его родители в детстве заставляли заниматься музыкой, хотя ему это не нравилось. А Алексей, по его словам, с детства наоборот очень любил концерты и выступления. Это и было его мотивацией упорно трудиться. Ради сцены он был готов даже выступать через боль. В день конкурса врач вколол Алексею обезболивающее. Он безупречно сыграл 2 тура. Все были уверены, что победа у Алексея в кармане. Но жюри решила не одобрять такую жертву и далее не пропустила его в финал. В интервью мама Алексея рассказывала, что укола тогда хватило на 3 минуты. Остальное игралось на чистой боли. Первый тур прекрасно, второй тоже. Лешку согнали со 2-го тура, как она вспоминала. И жюри отговорилось жалостью. Пусть не мучит свой палец. Неудача в России глубоко задела Алексея, хотя в Европе его ждал оглушительный успех. Контракты, записи, съемки его обожали и приглашали на концерты по всему миру. Критики отмечали в его исполнении агрессию и скорость. В прессе тогда его стали называть демоном с ангельским лицом. Султанов вспоминал, цитирую: «Едва я доиграл заключительные аккорды, я был уже почти уверен, что победил. Мне кажется, что публика меня полюбила». Победа на конкурсе послужила Султанову путевкой в жизнь. Он мгновенно поднялся на вершину музыкального Олимпа. Поклонницы приходили в неистовство при виде своего кумира. Прославленный пианист отрастил тогда длинные волосы до плеч и для многих женщин тогда стал выглядеть как секс-символ. Со слов друзей, дамы тогда бросали на сцену нижнее белье и ключи от гостиничных номеров. Но в свободное от музыки время Султанов прыгал с высоты с эластичным тросом, катался на американских горках, иногда засиживался до утра за видеоиграми. Другими словами, он просто наверстывал то, на что у него не хватало времени в детстве. Тогда же ему сделали предложение вызов – провести 400 концертов за 2 года. Алексей согласился, но в те же годы у пианиста начало ухудшаться здоровье. Он часто жаловался на боли в разных частях тела. Говорил, что не выдерживает нагрузки. Он стал в каждую поездку брать с собой аппарат для измерения давления. В 1991 году, возвращаясь с концертного турне домой, в самолете Алексей Султанов почувствовал острую боль в области живота. В Форт Уорте он поспешил в больницу, где у него обнаружили воспаление аппендикса и провели операцию по его удалению. Его жена Дация вспоминала, что эта хирургическая операция выбила Алексея из колеи. Он сделался одержим растущим списком своих недугов, который включал в себя расстройство желудка, повышенную перистатику кишечника, слизистый колит, булимию, врожденную гипертензию. Жадно изучая медицинскую литературу, он также узнал о том, что причина инсульта состоит в нарушении кровоснабжения головного мозга, и поэтому он стал всем говорить о том, что, скорее всего, скоро получит инсульт. Но его мало кто слушал. Все только романтично рассуждали, мол, ну гений же, эмоциональный, нестабильный, просто странный. Позже, в 1995 году, Султанов решил испытать удачу на конкурсе имени Шопена. Но тогда жюри во 2-й раз за всю историю никому не присудило гран-при, заставив Алексея разделить 2-е место.
Жюри и публика тогда просто поругались из-за Алексея. Султанов играл Шопена в стиле старых мастеров, в стиле, который зрители не слышали полвека. Критики были в шоке, фанаты в ужасе. Чтобы подчеркнуть эту несправедливость решения жюри, зал беспрерывно аплодировал Султанову 40 минут. При этом сам Алексей отказался позже присутствовать на вручении награды и в течение долгих месяцев размышлял о причинах того, почему участие в конкурсе обернулось для него поражением и позором. Он решил отказаться от каких-либо поездок без сопровождения своей жены. Чувство обиды по утраченному детству стало захлестывать его все сильнее и сильнее. Этот период его жизни отмечен частыми и долгими междугородними телефонными разговорами с родителями. Он звонил им в ту квартиру, на которую заработал и специально для них купил. Он спрашивал их, зачем они превратили его детство в источник страданий. Позже Султановы-старшие вспоминали, что тогда они не придали значения телефонным звонкам Алексея. В 1996 году в Токио он исполнял апассионату и впервые в жизни сфальшивил. Вряд ли кто-то из зрителей услышал ту несчастную ноту си вместо до. Но Алексей понял, что сбылся его самый страшный кошмар. Несколько секунд рука просто его не слушалась. Выйдя за кулису, он произнес: «Кажется, у меня был инсульт». На долю секунды я почувствовал, как рука словно застыла, всего на одно мгновение. После этого он прошел медицинское обследование, которое не выявило тогда серьезных проблем. Юноша продолжил гастролировать, но, как отмечали тогда некоторые поклонники и критики, с каждым годом у Алексея как будто бы все больше и больше пропадал запал. Хотя его игра по-прежнему оставалась безупречной. Позже он решает попытать счастья в России еще раз, чтобы наконец-то вырвать ветвь первенства. И опять скандал. По мнению судей, пианист сыграл излишне темпераментно. Финал его опять просто не пропустили. Ну а председатель жюри, бледнее от нервов, признался: ему стыдно. Зрители после вызвали поверженного гения и стоя аплодировали ему 20 минут. Султанов так прокомментировал тогда этот случай, цитирую: «Не скрою, пережить было нелегко, тем более во второй раз, после памятного 1986-го. Мне уже 29, следующий конкурс Чайковского в 2002 году. Возрастной барьер для участников 32 года, а мне будет уже 33. Все. Что могу еще сказать о вердикте жюри? У нас разные художественные и нравственные позиции. Большинство из сидевших за судейским столом воспитано в духе догматизма
и отвергает плюралистический, творческий подход к музыке и жизни. Все свежее, непривычное, самобытное отбрасывается ими сходу. Голоса людей совестливых, эстетически чутких тонут в этом болоте. Ну а сами результаты конкурса были предрешены еще задолго до его окончания. И не только музыкальными деятелями, но и, смею думать, финансовыми тузами. Победа была тогда присуждена Денису Мацуеву, а этот конкурс Чайковского прозвали конкурсом имени Доренского. Ведь в финал тогда прошли 5 пианистов, и настораживал тот факт, что 4 из них являлись студентами Сергея Доренского, в том числе победитель того года Мацуев. Алексей Султанов тогда очень мешал своим присутствием запланированному течению конкурса, поэтому его сняли за, как тогда аргументировали, чрезмерно темпераментное исполнение. И председатель жюри пианистов, композитор Андрей Эшпай, объявляя результаты второго тура, тогда сказал, что ему очень стыдно. У Алексея Султанова своя уникальная манера исполнения, которая поражает новизной. Он нарушает устоявшиеся традиции, и это многим не понравилось. О Султанове тогда позаботилось лишь Московское купеческое общество, присудив ему приз за артистизм. Ответом зала тогда была продолжительная овация, больше похожая на демонстрацию любви. Он был каратист, у него были страшной силы руки. И он так, апассионат он играл, так выдавливал. С такой силой он играл ее. Это было уже это не подходило, понимаете? Профессор Алексея Лев Наумов на этом конкурсе был также членом жюри, и он был настолько поражен решением коллег, что хотел выйти из судейства, но его отговорили. Лев Николаевич вспоминал, что Султанов не случайно оказался тогда выброшенным из гонки. Он рассказывал, что ряд членов жюри намеренно занизили ему оценки для снижения общего балла, чтобы не допустить Султанова к финалу конкурса. Я просто живу и действую так, как я считаю нужным. Может быть, это и есть элемент какой-то богемности. Все великие люди, почти всех можно назвать инакомыслящими. Моцарт совершенно выпадал из своего времени. Джордано Бруно погиб, защищая идею. Сколько травили Галилея. Без этих, так сказать, богемщиков мир не пойдет вперед. Надо действительно получить по голове от своего времени, чтобы потом будущее тебя признало. А по-другому не бывает. Новые идеи шокируют и пугают. Вообще людей пугают все неизвестное. Это естественный природный инстинкт – относиться с шипами ко всему новому. Я пытаюсь придерживаться ни в коем случае не советской школы, потому что дело в том, что советская школа, я очень благодарен педагогам, которые меня научили играть, но, к сожалению, стиль Московской консерватории и каких-то других вузов, не только России, но, скажем, еще бывших соцстран, они уничтожали личность и индивидуальный подход к музыкальным трактовкам. Были созданы определенные стандарты, как нужно играть Шопена, как нужно играть Бетховена, как нужно играть Чайковского и так далее. Чтобы описать советскую школу пианизма, это прежде всего антивиртуозность, сдержанные темпы, много педалей, совершенно ненужное темповое отклонение, кривляние за роялем, поджимание плечей, выделывание страшных физиономий, что на человека просто во сне приснится, лопатой не отмахаешься. После того, как увидишь, как этот человек бедный изворачивает свое лицо за роялем. И обязательно задеть фальшивые ноты, чтобы показать, что ты не робот, а живой человек. И, естественно, оплевать совершенно всю клавиатуру своими страстями и слюнями. Катастрофическое вообще. Куда педагоги смотрят, я не могу понять. Кстати, когда-то Горовиц тоже сказал, его спросили, как вы относитесь к советской школе пианизма. Он сказал, они все одинаковые. Единственный человек, который смог спастись от полного угнетения личности, это был Святослав Рихтер. У Алексея не было концертов в Москве, не предлагали. И это естественно, ведь он бы просто всех смел, спутал бы все карты. А результаты конкурсов Чайковского тогда не подлежали пересмотру. Можно было легко и официально его убрать. Алексей болезненно переживал все эти ситуации
когда международная конкурсная мафия буквально вышибала его с призовых мест. Но он старался держать удар, продолжая жить полнокровной жизнью, которую любил во всем ее многообразии. Он мог бесконечно говорить о самолетах, он обожал видеоигры, играл джаз и сочинял в этом жанре, увлекался гольфом, таэквондо и даже имел черный пояс. И все-таки больше всего на свете он любил рояль. Он играл с лучшими оркестрами и дирижерами мира и готовился к новым выступлениям. В 1999 году пианист прилетел в родной и любимый Ташкент. В тот вечер Алексей сказал, что его талант возвращен укладом жизни родной земли. И он, цитирую, «счастлив, что родился и вырос на ней». Больше приехать на родину ему было не суждено. Через несколько лет у Алексея действительно случился инсульт. Парализовала левую часть тела, перестал видеть глаз и пропала возможность говорить. После одной из последних операций он пережил 5 инсультов подряд. Был нанесен колоссальный урон мозгу. Врачи также установили, что у Султанова обнаружилась ранее не диагностированная болезнь печени, которая блокировала нормальное свертывание крови. Серия этих инсультов буквально разрушила жизненно необходимые части мозга, сделала невозможным невероятно сложный по своей природе мозговой процесс, задействованный в исполнении музыки. Части левого и правого таламуса, областей мозга, в которые поступают сигналы от нервных окончаний тела, оказались разрушенными. Инсульты также вызвали повреждение мозговой ткани в средней части мозга, которая управляет движениями глазных мышц, а также область ствола головного мозга, ответственного за координацию движений. О феноменальных моторных способностях Султанова можно было теперь говорить только в прошедшем времени. Последние годы чувство тоски не покидало Алексея. Его жена призналась, цитирую, что по мере приближения 30-летия все стало выплескиваться наружу. Алексей спрашивал своих родителей: «Зачем вы так поступили со мной?» Журналисты спрашивали об этом у мамы Алексея, но она отвечала, что просто человек так устроен и запоминает только плохое. Когда Султанов уже жил в Америке, он вспоминал родителей в беседе с журналистом следующим образом, цитирую: «С первых же гонораров купил им квартиру в самом центре за бешеные по тем временам деньги – $10 тысяч. Сейчас родители преподают в Гнесинском колледже. Я их очень люблю, но если они переедут в Америку, я, наверное, перееду на Луну». Прошло еще несколько лет с тех пор, как концертирующий пианист, лауреат международных конкурсов, оказался парализованным в результате серии из 5 инсультов, произошедших одной ночью, после чего Султанов навсегда отказался от прослушивания музыки. Его жена Даци вспоминала, что само звучание музыки доставляло ему невероятные мучения. Научившись высказывать свое мнение жестами, один поднятый палец означал «да», а 2 пальца означали «нет», он всегда показывал «нет», когда она предлагала включить музыкальный центр. Алексей пытался играть что-то правой рукой, но выходила лишь череда фальшивых звуков. Поэтому с ним стала играть Даци, выучив партии его левой руки. За 2,5 года он снова научился музицировать, вызывая слезы матери и восхищение современников, но последствия инсультов были глубже, чем Алексей мог себе представить. 30 июня 2005 года, на 36-м году жизни, он не проснулся. Сердце остановилось из-за сбоя в стволе головного мозга. В российской прессе его уход журналисты назвали не просто трагедией смерти выдающегося музыканта, а приговором бездушной системе, которая уничтожает истинное творчество. Его жена выполнила последнюю волю своего мужа, кремировав его тело и обставив урну с прахом плюшевыми игрушками. Пианист коллекционировал их, став знаменитым, возможно, в память о детстве, которого у него не было и которое позволило его имени навеки остаться в истории гениев нашего времени. Но вот такой ценой. Для участия в траурной церемонии прощания более 100 поклонников таланта Алексея съехались в Форт Уорт
в Музей современного искусства. Ван Клиберн тогда произнес траурную речь в память об Алексее. В память об Алексее его брат Сергей также основал фонд имени Султанова. В марте же 2023 года Гран-при международного конкурса пианистов имени Шопена в Нэшвилле было названо в его честь. Помимо остолбенения от всех этих ужасов и насилия, которые выпали на долю Алексея Султанова, остается один вопрос. Зачем? Зачем делать из ребенка великого пианиста или скрипача? Зачем класть его жизнь, его детство, радость на алтарь какой-то идиотской славы, первых мест, медалей, признания толпы безликих зрителей, которые через несколько месяцев просто забудут его имя? Что ж, музыка обогатилась еще одной короткой трагической судьбой музыканта. Его нервная система просто исчерпала свои возможности по его защите. Искусство в высших своих профессиональных проявлениях – это жуткая вещь, и оно может физически уничтожить человека. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!